Дорогие друзья, всем добрый вечер. Пока не забыла, хотела вам подарить рецепт моей прабабушки. Я как-то давно уже решила как-то вам это подарить, но как-то забыла об этом. Сегодня женщина мне написала насчет боли в спине и так далее, и вдруг я вспомнила, что я давно хотела подарить такой рецепт. Это очень древний рецепт, и женщины в Закавказье, знающие женщины, не все, конечно, знающие женщины передавали это из поколения в поколение. И многие лично это делали вместе с заговорами, вместе с определенными действиями, связанными с магией, вправляли спину. Кто-то, скажем так, это все сочетал с травами, с нахарством, кто-то с ведовством. Но в любом случае этот рецепт, я думаю, что вам всем, у кого есть проблемы со спиной, очень пригодится. Даже бывает энурез у людей взрослых, понимаете, иногда они лечат долго, но как помогает на некоторое время, потом вновь и снова. Это значит, как у меня бабушка говорила, спина упала. Есть такая проблема у женщин, которые не могут родить, у молодых женщин. И они ходят по врачам, вроде все у них хорошо, вроде нормально, никаких таких проблем нет, но не получается родить. Опять приведу слова моей бабушки. Но она у моей прабабушки этому научилась. Упала спина. Оказывается, если позвонки начинают, значит, спускать, я не знаю, не могу вам точно сказать, как это происходит, это уже врач объяснит именно терминами медицинскими, но продавливают на, то есть органы внутрь человека, давят на нервные окончания, и отсюда начинаются спинные боли, отсюда начинается, скажем так, и энурез, и остальные проблемы, не буду говорить, толстые кишки, когда люди трудно ходят, да, кое-куда. Это, может быть, и звучит не очень, но это очень тяжелая и очень неприятная проблема для людей. И бывают и воспалительные процессы и прочее, даже до операции доходит. Спина. Спина начинает, то есть позвоночник начинает вдавливать органы внутренние своим весом. И если у человека еще лишний вес, это тоже прибавляет. То есть вдавливание каким-то образом костей основания спины внутрь. Кости таза вдавливаются и прочее. И начинается вот такая вот канитель, что человеку тяжело ходить, постоянные боли в области таза или недержание мочи, может быть, или постоянное ощущение, как, знаете, как вниз тянет спину. Даже во время беременности это может очень сильно помешать и все время как бы вдавливать просто, знаете, как внутрь вдавливать, вот тяжесть такая. Очень тяжело переносить такую беременность и прочее. Решить эту проблему со спиной. Хочу вам подарить такой рецепт, который поможет расслабить мышцы и поднимет спину на свое место. То есть, это, грубо говоря, спину поднимет, позвонок приведет в порядок, расслабляет мышцы и начинает постепенно исправлять это состояние спины. Но вам нужно будет это сделать, может быть, несколько месяцев кряду. Не каждый день, например, 2 раза в неделю. И так постепенно вылечить. Зато в будущем у вас проблем со спиной не будет. Этот рецепт, даже не знаю, как это назвать, это как компресс, но не совсем. Собственно говоря, это решение проблем. Это называется яху. Да, вот таким вот словом, яху. И те, кто делал, и те, кто правильно, в общем, это все изготавливал и обматывал спину, они считались знахарками, знающими женщинами. И
таких людей было не так уж много, хотя метод, скажем так, известный, но люди, которые знали, которые умели это делать, было не так уж много. Хочу вам сказать, что этот рецепт вообще держался в тайне. Вот то, что я сейчас вам говорю, это э, не исключаю, что кто-то это знает и тоже использует, потому как это все-таки передавалось, да, и знахари, знающие женщины, просто лекари и прочее. Это не могло остаться в тайне очень долго. Это наверняка кто-то знает. Но такой вот широкой огласки не было. И поэтому то, что я вам именно целенаправленно говорю, потому что, чтобы вы нашли это, вы должны были знать, что искать. А поскольку вы понять не имеете, что это существует, конечно, вы бы и искать не стали. Так вот, вот рецепт яху. Нужно кирпич, красный кирпич, измельчить до состояния вот такой вот муки просто. Измельчить и очень прям хорошо. Далее 3 белка, яичных белка растолоть вместе с этим вот, с этой пылью, не знаю, мукой кирпичной, что ли. Добавить водку, грамм 100 водки, и, значит, месить вот таким образом, чтобы получилась такая кашица. Прям такая, ну, не сильно мягкая, так средняя каша. Это все нужно, значит, разложить равномерно на ткань. Такую ткань, которая не стечет. Нельзя ни в коем случае никакие полиэтиленовые пакеты или там что-то такое другое. Именно ткань. Вот можно просто платок взять, можно взять, материю какую-нибудь недорогую, да. Это должна быть ткань. Значит, равномерно распределяете так, чтобы все, вот это, вся эта кашица, все это содержимое находилось на спине, когда вы будете привязывать, до живота не дошло. Понимаете, вот эту часть, значит, так аккуратно это все нужно сделать и туго завязать. Ложитесь спать. Это делается ночью. Ночью с этим надо спать. На следующий день утром снимайте. Потом снова следующая ночь. Также ночью изготавливаете это все, эту смесь. Также распределяете. Снова, значит, туго привязать. Но не так туго, чтобы кровь остановить. Ну, туго, прям нормально, чтобы она не двигалась. Ложиться спать. 3 ночи кряду. Сделайте 1 неделю. Потом отдохните. Посмотрите, как это может. Если вам, скажем так, боли начали проходить, замечательно. Значит, можно делать перерыв неделю, потом снова. Если очень сильные боли, то желательно, например, в неделю, 3 дня в неделю это делать, несколько месяцев. Кому-то понадобится 2 месяца, кому-то 3. Но по истечению некоторого времени вы заметите, что легче становится спина. Как бы, вот, знаете, возвращается в свое исконное положение, позвоночник перестает болеть. И в итоге вот проблемы, связанные со спиной, и многие другие проблемы, которые на самом деле связаны со спиной, но вы даже не подозревали, что это спина всему виной, да. Как еще раз говорю, есть такое выражение «спина упала», то есть она давит, позвонок давит и тянет вниз, и очень много проблем с этим связано. Например, боль в ногах может быть, например, венозная болезнь может начаться и многое другое. Это все взаимосвязано, то есть это с позвонком может быть связано, это вы даже об этом не подозревали. Иногда вот это вот неправильное там положение спины может быть причиной головных болей, плохого кровообращения и прочее. То есть у вас общее состояние организма улучшится. Не только спина станет на место, общее состояние улучшится, потому что весь организм, естественно, взаимосвязан. Итак, запишите этот рецепт, готовьте это. Целебная смесь, да, наверное, так правильно, целебную смесь. И поблагодарите тех женщин, которые из поколения в поколение передали нам вот этот вот волшебный рецепт. Ну и мою бабушку и прабабушку в том числе. Всем удачи и не болейте.